Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу рассказать о том, как на операционную систему Windows Server 2019 установить сервер VSUS, сокращенно от Windows Server Update Services, то есть сервер обновлений, и как с ним работать. В двух словах, зачем сервер обновлений нужен? В принципе, без него можно и обойтись, особенно если компания небольшая, например, на 10 компьютеров. Дома он так точно не нужен. Но если у нас в корпорации компьютеров штук 500, то каждый компьютер полезет за обновлением в интернет. Обновлять нужно обязательно. Обновляя операционную систему, мы закрываем бреши безопасности. Если операционные системы не обновлять, мы получим вирус типа конфигера или типа Пети, где у нас массово будут шифрования, потеря данных и прочие неприятности. Итак, если у нас 500 компьютеров, каждый из них полезет за обновлениями, то каждый из 500 компьютеров вытянет свою собственную копию обновлений. Тем самым будет сильно забивать трафик. Если же мы установим сервер обновлений в локальной сети, то он один раз полезет в интернет за обновлениями, вытянет их, положит у себя, и каждый клиент будет обращаться уже за обновлениями не в интернет на серверы Windows, а на наш локальный сервер. Итак, преимущество очевидно, да, это экономия трафика, но кроме экономии трафика, сервер VSUS также еще имеет два дополнительных преимущества. Одно из дополнительных преимуществ это то, что мы можем гибко управлять обновлениями. Таким образом, администратор делает оценку обновлений. Вообще рекомендуется не ставить обновление тупо сразу, как только вышло, да, а с ним работать. Выделить человека в корпорации, который будет с ним заниматься. Этот человек должен сначала информацию об обновлении прочитать, что оно делает. Да, если видит, что оно нужно, это обновление, он его качает, но не спешит внедрять. Ждет некоторое время, недельку, например, да, читает отзывы, обновления хорошее, нехорошее, скажем так, приводит к каким-то побочным эффектам негативным, либо не приводит. Если все хорошо, следующий этап, то есть доверие повышается к обновлению, можно его запускать на тестовой среде. Ну, например, на виртуальной машине откатать, посмотреть, понаблюдать за ним, как он себя ведет. Если все хорошо, еще больше доверия, значит внедряем, но не на все 500 компьютеров корпорации, а внедряем на какую-то группу. Например, в IT-отделе сформировать группу из 5 компьютеров или из 10. И там внедрять вот эти обновления, тоже наблюдать. И, наконец, когда все тесты пройдены, тогда уже это обновление внедрять на все компьютеры корпорации. Итак, второе преимущество, кроме экономии трафика, это гибкое управление обновлениями. Ну и третье преимущество – это проверка целостности. Дело в том, что проверка целостности обновлений в принципе есть у операционной системы клиентской. Да, можно зайти и посмотреть историю обновлений. Но при этом админу придется оббежать все 500 компьютеров после каждого обновления и посмотреть целостность. Да, скачались, не скачались и так далее. Да. Если же у нас все централизовано, это можно делать с одного места и гибко этим управлять, экономя время. Итак, три преимущества. И чем у нас больше сеть, тем больше мы преимуществ получаем, тем более актуальный установить сервер обновлений непосредственно в локальной сети. Итак, для установки мы запускаем диспетчер серверов. Так, больше не показывать, да. Значит, ставим добавить роли и компоненты, нажимаем. Да, сбор данных идет. Вот, жмем далее, далее, далее. И чем Microsoft хорош, то нужно поставить только одну галочку: службу Windows Update Services. Да. Добавить компоненты, ничего больше не импровизируем, жмем далее, далее, далее. Вот здесь вот можно, в принципе, настройки изменить. Вот эти вот настройки говорят о том, что сервер обновлений будет использовать локальную базу данных, вид Connectivity. В качестве базы данных выступает SQL сервер. Будет использоваться свой собственный SQL сервер. Если же нас это не устраивает, и мы хотим внешний SQL сервер использовать, ну, например, для организации отказоустойчивого кластера, когда один SQL сервер держит базу данных, а несколько серверов VSUS работают
над ним. Да? Если сервер VSUS падает, то у нас, собственно, проблемы нету. Вот служба работает дальше. Тогда мы отказываемся от использования внутренней базы данных и ставим настройку для внешней базы данных SQL. Вот. Но в тепловой конфигурации достаточно, в принципе, чаще всего достаточно внутренней базы данных. Да? И один сервер VSUS может обслуживать до 25 тысяч клиентских компьютеров. Вот. Поэтому жмем далее. Здесь нужно опять-таки определиться, храним мы обновления вот на этом сервере, либо не храним. Вот. Если же у нас единственный сервер, да, то мы, естественно, должны его хранить на этом сервере. И с этого сервера будут обновляться все другие клиентские компьютеры. Если же у нас иерархия, да, допустим, один сервер качает обновления, вторые сервера VSUS у этого сервера забирают, ну тогда, если у нас это копирующий сервер, то тогда здесь галочку можно и не ставить, например. Да? Вот. Но в нашей конфигурации галочку мы устанавливаем. Итак, мы указываем путь, где будет лежать наше обновление. Пусть это будет на диске C. И пусть эта папочка будет называться VSUS. Да? Папочка VSUS. Вот так вот. Жмем далее. Да, жмем дальше далее. Собственно, тут не импровизируем. Жмем далее. Жмем установить. И ждем, когда у нас, в принципе, все это дело отработает. После того, как у нас это дело отработает, вот мы дождемся до конца, когда пройдет полосочка, у нас появится новый компонент в панели управления. Итак, у нас дошел до конца. Нажимаем закрыть. Смотрим. Запуск после установочных задач. Запускаем после установочные задачи. И ждем, когда они отработают. После этого видим, что задач у нас нету. И у нас в панели управления должен появиться новый компонент. Переходим в администрирование. И здесь смотрим. У нас появились службы Windows Server Update Services. Запускаем. И сейчас у нас вторая часть запустится. Да? Вот. Мастер настройки пошел. Задает вопросы. Вот. Нажимаем далее. Далее. И, собственно, пошли задавать вопросы. Так, хотим ли мы отправлять в Microsoft, участвовать в программе? Не хотим информацию Microsoft отправлять. Жмем далее. Синхронизировать с Microsoft Update. Да, будем синхронизировать. Жмем дальше. Использовать прокси-сервер. Нет, у нас в моей сети здесь вот нету прокси-сервера. Жмем дальше. Начать подключение. Ну, давайте начнем. Итак, отработало. Нажимаем на кнопочку «Далее» и выбираем, какие мы языки хотим, чтобы участвовали в обновлении. Ну, например, я хочу в своей сети английский язык, чтобы обновлялись, и русский язык. Да, собственно, все, уже галочки стоят по умолчанию. Да, так, если у нас есть другие языковые пакеты, мы хотим обновлять, то ставим, соответственно, галочки. После этого жмем «Далее». И получаем список продуктов, которые мы хотим обновлять. Обратите внимание, что здесь не только Windows сервер, но здесь и Office, и все. Ну, например, я хочу обновлять Windows сервер 2019. Так, во-первых, эти галочки сейчас все поснимаем. Вот для того, чтобы не засорять. Да. Хочу обновлять Windows сервер 2019. Хочу обновлять Windows Server 2016 и хочу обновлять Windows 10. Тут даже по, допустим, версию 19.03. Вот и выше. Вот, допустим, вот 3 версии хочу. После того, как мы выбрали, какие мы хотим программные продукты обновлять, жмем «Далее». Дальше выбираем классы. Да? Мы можем, собственно, по умолчанию здесь стоит критические обновления, обновление определений и обновление системы безопасности. Вот это рекомендуемые, которые надо обновлять. Можно также поставить драйверы, вот и так далее. Но ставим по умолчанию. И можно настроить синхронизацию. Либо мы сейчас настраиваем
вручную, либо автоматическая синхронизация по расписанию. Удобно, например, на сервере поставить синхронизацию в час ночи ежедневно, да, и чтобы она отработала, утром приходим, смотрим, какие продукты были скачаны. Вот и начинаем с ними работать. Ну, я выбираю синхронизацию вручную. То есть, то бишь сейчас, и жму далее. Вот. Дальше ставим запустить первоначальную синхронизацию. Вот, и, собственно, жмем далее. И готово. Собственно, вот процесс синхронизации в данном случае пошел. Но пока идет, да, пока идет процесс синхронизации, не нашло обновлений, да. Вот, что мы можем здесь сделать? Ну, во-первых, параметры можем изменить, да, в общем, поменять продукты, поменять классы, которые мы хотим обновлять, вот, языки обновлений, файлы обновлений и так далее. Также тут есть группа компьютеров, очень такая интересная функция. Все клиенты, которые будут подключаться к этому серверу обновлений, они будут появляться вот в неназначенных компьютерах. Если мы, например, хотим создать тестовую группу, то есть не на все 500 обновлений, значит, проводить обновления, а на избранных 5 компьютерах, мы можем создать новую группу. Правой кнопочкой клацаем «Добавить группу компьютеров» и даем название этой группе, ну, например, «Тест». Это будет тестовая группа. Вот добавим. И потом, как только клиенты будут подключаться, мы из неназначенных будем перетягивать в тестовую группу и некоторые обновления применять только для тестовой группы, а не для всех. Вот. И когда у нас обновления, значит, здесь скачаются, вот, мы можем делать либо утверждать обновление, либо не утверждать. То есть, если прошло какое-то тестирование, то тогда мы утверждаем это обновление, и оно будет применяться. Если тестирование прошло, то это обновление мы не утверждаем, и оно применяться не будет. Ну, а у меня на сегодня все. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Если не хотите пропускать новости, то подписывайтесь на канал.